Всем привет, друзья! Ко мне приехал на обзор фонарь от бренда Wurkas и модель фонарика HD04. Приехал вот в такой вот малыш, в такой вот маленькой коробчонке. Ну, считайте, размер чуть-чуть больше, чем 2 спичечных коробочка. Итак, здесь мы имеем QR-код. Кому интересно, сканируйте. Здесь и находятся инструкции на разных языках. Значит, комплект. Опять же, модель фонаря HD04, цвет белый, построен на базе светодиодов SST20 с температурой 6000-6500 Кельвин. Полный набор, ну и, конечно же, все сделано в Китае. Так, на данной стороне что у нас указано? Указано максимальное свечение 750 люмен, вращающаяся головка на 180 градусов и на 90. И полное время работы, максимальное вернее, 86 часов. Но это в режиме, я так понимаю, Moonlight. Ну и весит наш фонарик всего лишь 56, извиняюсь, грамм. Итак, как всегда, на задней стороне упаковочки у нас указаны все характеристики. Огласите весь список, пожалуйста. Итак, здесь у нас характеристики дальнего свечения, здесь характеристики ближнего свечения. Дальнее свечение имеет у нас турборежим. Итак, на 750 люменах, то есть на полном свечении, наш фонарик в турборежиме всего лишь может проработать 1 минутку. Друзья, 1 маленькую минутку. После чего фонарь переключается на 260 люмен и сможет проработать уже целый час 20 минут. Высокий уровень 375 люмен 5 минут, 260 люмен 35 минут и 150 люмен час 15. Средний режим на 110 люменах фонарик проработает 4 часа. Низкий режим 10 люмен 38 часов работы. Ну и режим Moonlight 1 люмен 86 часов работы. То есть это то, что указано у нас именно вот здесь. Ну и в режиме стробоскопа, который тоже подвезли к этому фонарику, который работает на 750 люмен и который, соответственно, производитель не протестировал и не указал нам время работы. Ближнее свечение. В ближнем свечении, как вы можете заметить, уже отсутствует турборежим. Все начинается с высокого. Итак, на высоком режиме в 450 люмен фонарик сможет проработать всего лишь, друзья, 3 минутки. После чего переключится на 150 люмен и сможет проработать еще 1,5 часа. В среднем режиме на 100 люменах 2 часа 50 минут. В низком режиме на 10 люменах 29 часов. В режиме Moonlight на 1 люмене 75 часов. Ну и также завезли сюда режим стробоскопа, который 440 люмен и который опять же не протестирован по времени работы. Дальше бла-бла-бла-бла. Все то же самое, в принципе, что и указано в этих вот характеристиках. Вот такая коробчонка. Опять же, коробка у нас матовая, а все это дело, видите, в таком выполнено глянце. То есть очень-очень красиво. Итак, отклеиваем вот эту вот пленочку со стрелочкой. Открываем коробчонку, берем за этот вот язычок и все это дело, конечно же, вытягиваем. В коробочке у нас больше ничего, друзья, нету. И смотрим предупреждайку. То есть здесь написано и указано, что фонарик у нас, конечно же, заблокирован от случайных включений. Для разблокировки нужно одновременно нажать левую и правую боковые кнопочки. А также удалить защитную пленочку вот с глазок нашего, ну не знаю, похож на роботика, наверное, да, какого-то. Здесь добро пожаловать в Wurkas. И встречает нас, видите, сразу же инструкция. Раскрываем эту газетенку. Вот, и вот здесь у нас указаны языки, друзья. В том числе присутствует и русский язык. Русский язык у нас находится вот где-то в этом районе. То есть управление фонариком досконально простое и интуитивно понятное. Что даже к этой инструкции первый раз я не обращался, но все-таки проверив как бы все режимы, я решил проверить и почитать инструкцию, ничего ли я особо не упустил. В комплектации. Что нас встречает в комплектации? Темлячок вот такой. Ну, в принципе, стандартный темлячок, какой поставляется буквально со всеми фонариками Wurkas. Вот такой обрубочек, кабель зарядки. Что-то около 20-25 сантиметров. Type-C на Type-C. Переворачиваем коробочку и видим нашего малыша. Нашего, ну, будем говорить, не знаю, роботика или
Очень он смахивает на робота маленького, без ручек и без ножек, да. Есть на спине только какой-то рюкзачок в виде прищепки. Прищепочка имеет приклеенную силиконовую накладку для того, чтобы все это дело, конечно же, легко и просто удерживалось. Ну, конечно, не на таких вот ручках, а где-то на кепке, на козырьке, на кармане, на ремне и так далее. Ну что ж, поскольку написано «удали пленочку», не забудь, здесь есть такая стрелочка, удаляем, друзья, пленочку. И получаем вот такого вот ушастого роботика с двумя глазками, как говорится, и носиком. Значит, наша головочка может вращаться на 90 градусов вот так. И если мы перевернем, увидим здесь опять же разъем для зарядки Type-C и опять же надпись 180 градусов. То есть, что это значит? Что наш фонарик может вращаться, наша головка, на 180 градусов. Очень универсальная штуковина, то есть на козырек либо снизу, либо сверху, как угодно. На карман, пожалуйста, перевернули, прицепили на карман. Также здесь присутствует, что меня очень сильно удивило. Так, давайте возьмем, наверное, ну давайте попробуем штанген. Магнит. На нижней части установлен магнит. Опять же, будет очень полезно, где-то там в дороге у вас этот фонарик лежит в кармане, не дай бог что-то случилось там с машиной или там, не знаю, с велосипедом, с мотоциклом. Достаем фонарик, где-то приклеили и получаем освещенный участок работы. Так, поскольку фонарик заявлен у нас 56 грамм, давайте это проверим. Включаем весы и ложим фонарик. Точно по заявлению 56 грамм, друзья. Фонарик, как вы обратили внимание, имеет не съемную, а встроенную батарею. Батарея здесь литий-полимер 600 мАч. У нас сейчас фонарик, как мы прочитали в инструкции, находится в заблокированном виде. Если мы включим, он мигнул, говорит: «Не, друг, я на блокировке». Если мы нажимаем вот эту кнопочку, у нас горит зеленый светодиод. То есть таким образом мы с вами сможем проверить, какой же остаточный заряд имеет фонарик. Значит, если у нас горит зеленый светодиод, значит у нас заряд от 75 до 100%. Если данный светодиодик у нас мигает, заряд получается от 50 до 75%. Если горит красный светодиод, заряд составляет от 25 до 50%. И если у нас красный светодиод мигает, это уже критическое состояние, и нам нужно, конечно же, подзарядить фонарь, и это означает, что заряд составляет где-то от 1% до 25%. Теперь по режимам. Фонарик, как мы видим, имеет две кнопки управления. То есть одна кнопка — это переключение режимов, вторая кнопочка — управление световым потоком. Итак, разблокируем, нажимаем две кнопки вместе. И у нас загорается какой-то один из режимов. Давайте мы начнем с вами с ближнего свечения. Выключаем фонарь на однократным нажатием, потом нажимаем и удерживаем. И у нас включилось Moonlight свечение, такое вот легенькое. Это у нас первый режим. Нажимаем, удерживаем. Низкое свечение. Нажимаем, удерживаем. Среднее свечение. Нажимаем, удерживаем. И это высокий режим. Все, это максимальный высокий режим, который есть в ближнем свечении. Следующее нажатие, допустим, и удержание у нас сбрасывает это на низ. Тройным нажатием со включенного состояния, раз, два, три, мы приводим фонарик в режим стробоскопа. Далее двойным нажатием мы меняем режим стробоскопа. Есть три режима. Вот такой режим. Раз, два, три и... Ой, раз, два надо сделать, друзья. Раз, два. И вот такая просто мигалочка. Все, следующее двойное нажатие опять приводит к первому режиму стробоскопа. Выключаем кнопочкой смены режимов, переводим наш фонарик в режим дальнего свечения. Итак, тоже выключаем, начнем сначала, нажимаем, удерживаем. И у нас режим Moonlight. Вот такой вот еле-еле заметное свечение. Следующее нажатие с удержанием, низкий режим. Следующее нажатие с удержанием, средний режим, высокий режим и турборежим. Следующее нажатие опять же приводит к сбросу в низкое состояние. Итак, двойным нажатием, допустим, с любого нижнего состояния фонарика мы включаем турборежим.
Да, и не сказал я еще тоже по данному фонарику. Двойным нажатием мы включаем высокий режим, то есть в режиме ближнего свечения. Тройным нажатием, все так же, как и на ближнем, раз, два, три, мы включаем режим стробоскопа. Такое свечение. Двойным нажатием переключаем режим в режим SOS. И еще раз двойным нажатием переключаем вот в такую вот мигалочку. Следующее двойное нажатие переведет опять фонарик в первый режим стробоскопа. И также имеются вот такие вот цветные приколюхи. То есть двойным нажатием мы сможем с вами менять свечение данного фонарика. То есть не то мигание, не то горение, не то, смотрите, у нас идет перелив цветов. Однократным нажатием мы можем остановить тот цвет, который, либо вот удержанием, тот цвет, который нам нужен. Следующий двойной режим. Вот у нас такая мигалочка. Двойное включение. Опять идет перелив. Следующее двойное. У нас вот такая вот полицейская мигалка. Или милицейская в нашем случае. В случае россиян полицейская. Следующий двойной опять у нас приводит к переливанию этих вот цветов. Давайте попробуем, нажмем. Желтенький. Переключается все равно на синий. А где же у нас был? Можно было остановить свет. Наверное, в этом режиме. Допустим, зеленый. Нет, все равно на синий. Короче, где-то как-то я останавливал, но не помню как. Вот, в принципе, как бы это ни важно. Каждый, у кого будет такой фонарик, я думаю, легко со всем этим, друзья, разберется. Также фонарь, вот этот вот белый корпус, имеет такой люминесцентный эффект, то есть эффект накопления света. В данном случае вы сейчас наблюдаете картинку, я нахожусь в темной ванной с этим фонарем. Но, друзья, не все так красочно и ярко, как вы видите, так как камера снимает почему-то очень красочно, а глазом оно получается немножко тускнее. Но все-таки ночью этот фонарик будет где-то хорошо виден. На этом, друзья, наверное, мы все это закончим. Да, еще фонарик во время зарядки у нас горит красный, вот этот светодиод горит красным свечением. Ну и по мере зарядки, при полной зарядке уже загорается вот таким вот зеленым свечением. Все это вы видели на фото. Ну что ж, наверное, это мы посмотрели на столе. Ждем ночи и идем смотреть, как это все дело у нас будет работать на улице в темноте. Итак, приветствую, друзья. Вот наш фонарик. Немножечко я его подсветил, но слабовато. Итак, проверяем зарядку. Горит полностью зеленым цветом, что обозначает, что фонарь заряжен полностью. Сейчас он потухнет и делаем разблокировку. У нас загорелся сразу ближний свет. Выключаем. Включаем Moonlight. И вот такой вот еле-еле такое освещение получаем. То есть при этом освещении можно где-то как-то, вот если близко, можно спокойно, видите, почитать книженцию в какой-нибудь палатке, либо в поезде, либо в автомобиле, чтобы не мешать, опять же, соседям. Еле-еле такое освещение. Итак, низкий уровень. У нас уже вот следующая картина. Телефончик, конечно, не может фокусироваться, потому что очень низкое освещение. Средний режим. Вот при среднем режиме мы уже можем спокойно с вами ехать куда-либо на велосипеде, прицепив данный фонарик, собственно говоря, либо на карман, либо на кепку. Довольно неплохое освещение, но опять же, друзья, я вам хочу напомнить, что вам это все видно немножечко ярче, нежели вижу я вот вживую глазами. Поэтому имейте это в виду. Так, высокий режим. При высоком режиме смотрите уже, как освещаю свой участок. Просто отлично. Вот такое освещение. Видите, березок уже не видно, конечно. Фонарик, понятное дело, что не такой дальнобойный. Вот. Но что-то где-то как-то в ремонте автомобиля где-то подсветить. Просто замечательная вещь. Ну, такой вот брелочек, да, а-ля брелок. Переключаем режим на дальнее свечение. Выключаем. И включаем режим Moonlight. И вот такая точечка мы наблюдаем на травке. То есть здесь уже видимость около 2-2,5 метров. Уже при таком режиме даже будет
намного ярче читать ту же, допустим, газетенку, либо книжку какую-то, опять же, в поезде, либо в автомобиле, либо в палатке. И вот так вот все это дело видно. Далеко не бьет. Низкий. Вот такая точечка. И вот такое, друзья, уже у нас идет освещение. Средний. Вот на этом среднем уже, опять же, можно ехать спокойно куда-либо на велосипеде. Вот так это все дело у нас освещается. Березок еще моих не видно, но уже участок полностью можно просмотреть. Высокий режим. Здесь уже, конечно, супер-пупер. Такой малыш. И вот так вот у нас все это дело освещает. Просто замечательно. Ну и турборежим. То есть фонарик, понятно, маленький, не особо дальнобойный. Ну вот как я всегда показываю, смотрите, как видна хорошо, допустим, вот эта вот березка, да. Вот дальние березки там. Просто замечательно. Но один минус, что он у нас свалится буквально через 1 минутку. Но мы с вами переключаемся на цветной режим. Вот такое вот зеленое освещение, видите, оно практически незаметно, только где-то... Ага, нет. Сейчас, секунду. Во, цветной режим. На бетонных плитах замечательно все это дело видно. Итак, следующий режим. Тот же цвет, только в мигающем состоянии. Следующий режим у нас фиолетовый такой, с переливом. Видите, постоянно цвета меняются. Следующий. Вот такая милицейская мигалочка. Ну что ж, давайте обратно переключим, допустим, давайте на ближний для начала свет и на максимальный режим. И посмотрим на цветочки ночью. Вот так это все дело у нас, друзья, выглядит. То есть цветопередача очень даже неплохая. Я вот смотрю на цветы, в принципе, как днем. И давайте посмотрим тот же режим, только, ну, в смысле не тот же, а вот дальнего свечения. Турборежим. То есть то же самое, видите. Цветопередача довольно достойная. На этом, друзья, все. Сегодня был на обзоре вот такой вот фонарик-малыш. Фонарик а-ля брелок. Ну, я думаю, будет прекрасным помощником где-то в кармане, да. Особенно в ночное время суток. Все, всем пока. До новых встреч, до новых видео, до новых обзоров фонарей. Желаю, чтобы все.